Привет, друзья! С вами канал wallfix.ru. Сегодня хочу представить вашему вниманию новые наушники Meizu EP52 Lite. Обзор на первую версию Meizu EP52 мы уже делали. Приставка Lite, название уже говорит о том, что какой-то функционал убрали. И предлагаю сейчас вместе с вами разобраться, чем они слабее по отношению к первой версии. Первое, что бросается в глаза, это оформление. Коробка стала в 2 раза тоньше. Внутри тоже все намного скуднее. Если помните, в EP52 была красивая картонная коробка, которая раскрывалась как книжка, а здесь наушники вставлены в пластиковый бокс. В комплекте идут сами наушники, кабель зарядки, комплект амбушюр 3 размеров, включая установленные наушники, и инструкция, в том числе на русском языке. Чехла для хранения в комплекте нет. Уже на этом этапе чувствуется бюджетность версии. Дизайн наушников изменился. Внешне они больше напоминают Huawei Honor AM61, обзор на который мы не так давно делали. Ссылку оставлю в подсказках. Но должен заметить, что дуга наушников сделана из того же приятного прорезиненного материала. Длина кабеля 65 см, поэтому этими наушниками получится пользоваться практически с любой шириной шеи. На дужке с одной стороны находится аккумуляторная батарея, с другой блок управления. Изготовлены эти части из приятного на ощупь пластика. Но я бы предпочел прорезиненный материал, как это реализовано в EP52. Емкость аккумуляторной батареи 100 мАч. По заверениям производителя, полного заряда хватит на 8 часов прослушивания музыки при средней громкости или на 200 часов в режиме ожидания. Также EP52 поддерживает быструю зарядку. Для полного заряда потребуется 1,5 часа времени. Заряжаются они через разъем microUSB от источника тока напряжением в 5 вольт. Во время зарядки горит красный индикатор, который при окончании зарядки гаснет и загорается голубым. Пока я этими наушники не испытал, но после съемок мы запустим на них музыку и посмотрим, через сколько они сядут. И об этом в конце обзора вам сообщим. Конечно, если они выдержат испытание с погружением в воду. Блок управления все стандартно. На нем находятся 3 кнопки: увеличение, уменьшение громкости и функциональная кнопка. Также на блоке управления находится разъем зарядки microUSB и микрофон. Надо сразу отметить, что микрофон среднего качества. Собеседники слышат нормально, но периодически проходят небольшие шумы. Но такая проблема была и в первых версиях EP52. Поэтому будем надеяться, что в будущем технологи Meizu решат эту проблему. Управление при прослушивании музыки осуществляется как в EP52. Нажатием на функциональную кнопку включается или останавливается трек. При зажатии на 1 секунду кнопки увеличения громкости трек переключается на следующий. При зажатии на кнопку уменьшения громкости на предыдущий. Выключение-включение наушников осуществляется зажатием на несколько секунд функциональной кнопки. Для ответа на звонок вам необходимо нажать на функциональную кнопку. Для отключения повторить действие. Если вы хотите отклонить звонок, то зажмите функциональную кнопку на 3-4 секунды. Сами наушники значительно уменьшились в размере и весе. Вес одного наушника всего 5 грамм. К тому же они очень плотно сидят в ушах, за счет этого они однозначно не будут выпадать при любой тряске. Давайте проверим. Видите? В комплекте идут 3 типа амбушюр: размера M, установленные на сами наушники, и дополнительные в размерах S и L. Думаю, вы без проблем сможете подобрать себе удобные. Первичная синхронизация наушников производится следующим образом. Зажимаете на функциональную кнопку на 3 секунды, и индикатор попеременно начинает мигать красным и синим цветом. В настройках Bluetooth выбираем Meizu EP52 Lite. После подключения звучит звуковой сигнал, и в течение секунды горит синий индикатор. Заряд наушников в настоящий момент возможно проверить только при подключении к устройству на iOS. У меня данная функция выведена в быстрое меню, поэтому я могу проверить заряд, тапнув влево. На других операционках заряд проверить не получится. Точнее, потребуется устанавливать дополнительные приложения. Но в любом случае, на остатки заряда в 10% наушники сообщат вам об этом звуковым сигналом. Наушники присоединяются друг к другу на магнитах. Однако эти магниты небольшого размера, поэтому за счет небольшого пространства крепления они держатся не очень сильно и могут расстегнуться при незначительном давлении. И, к сожалению, при соединении магнитов треки не ставятся на паузу, как это реализовано в EP52. Давайте к характеристикам. Но прежде напомню, что мы еженедельно выпускаем обзоры на новейшую и интересную технику. Поэтому подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующий обзор. А ссылки на товары в обзоре мы, как обычно, оставим в описании. Итак, характеристики. Тип наушников, затычки, частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц, сопротивление 32 Ома, чувствительность 106 дБ, длина наушников 65 см, расстояние работы Bluetooth от источника 10 метров, вес 16 грамм, емкость аккумулятора 100 мАч, время работы на заряде 8 часов, в режиме ожидания 200 часов, время полной зарядки аккумулятора 1,5 часа. Особенности: водонепроницаемость по технологии IPX5 и магнитное крепление.
Все это вступление, но в наушниках самое главное — это звук. Я не обладаю превосходным слухом, поэтому просто выскажу свое мнение. Я не могу сказать, что звук супер качественный. Есть провал низких частот. Я люблю музыку с плотными басами, поэтому для меня это минус. Средние высокие частоты звучат неплохо, но не идеально. Поэтому, если вы очень требовательны к звуку, то эти наушники явно не для вас. Присмотритесь к старшей модели Meizu EP52 или Huawei Xport AM61, обзоры на которые мы уже делали. Ну а теперь традиционно перейдем к рубрике, которой один из наших подписчиков дал классное название «Искупнемся». Производитель заявляет о защите наушников по технологии IPX5, то есть защита от попадания пота. Но мы, как обычно, утопим работающие наушники в воде и проверим, как они себя проявят впоследствии. Ну что, рубрика «Искупнемся», поехали! Проверяем то, что наушники работают. Пойдем на погружение. Играют. Ну что, друзья, играют по-прежнему. Слышите? Честно говоря, я не был уверен, что эти наушники выдержат, но они справились. И это означает, что с потом они будут справляться без проблем. Выводы. Плюсы. Наличие магнитной фиксации, долгий срок работы от аккумулятора и отличная цена. Минусы. Эта магнитная фиксация не останавливает воспроизведение музыки и звук среднего качества. Откровенно говоря, пока мы ждали поступления этих наушников, я почитал на них отзывы и собирался делать разгромный обзор. Но когда я их получил, мое мнение значительно поменялось. Изначально нужно понимать, что это бюджетные наушники, и ждать от них за такие деньги отличного исполнения и суперзвука не стоит. К исполнению вообще не может быть никаких претензий, изготовлены они очень аккуратно, из приятных на ощупь материалов. Внешне выглядят очень неплохо. В общем, так же, как и большинство аналогичных наушников. К звуку есть определенные вопросы, но еще раз повторюсь, это бюджет. А если нужен более качественный звук, то готовьтесь расстаться с суммой в 1,5 раза больше и выше. Если вам уже удалось послушать эти наушники, поделитесь вашим мнением в комментариях, а также расскажите, как вам их дизайн. Это на сегодня все. С вами был канал wallfix.ru. Слушайте музыку и наслаждайтесь жизнью. И напоминаю, ссылки на наушники в описании. Я вам обещал проверить, сколько продержатся наушники на одном заряде. Я запустил их на средней громкости с первоначальным зарядом 80%. Разрядились они до 10% через 5 часов 40 минут. С помощью небольших математических расчетов можно выяснить, что полного заряда хватило бы на 8 с небольшим часов. Но замечу, что это на средней громкости. Поэтому, если вы любите слушать музыку погромче, то рассчитывайте на меньшую автономность.